Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. Предлагаю начать сегодняшний выпуск с Тайваня, где произошло сильное землетрясение. Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло 24 декабря в 17:47 по местному времени на юге Тайваня. По данным Центрального метеорологического управления острова, эпицентр сейсмического события располагался примерно в 90 километрах к востоку от крупного портового города Гаосюн. Очаг залегал на глубине 12 километров. Из-за небольшой глубины залегания колебания земной поверхности ощущались практически на всей территории Тайваня, включая северные районы и столицу Тайбэй. Однако наиболее интенсивные толчки зафиксированы в уездах Пиндун и Тайдун. В пострадавших районах на юге острова сработала автоматическая система оповещения о землетрясениях, разославшая предупреждения на мобильные телефоны граждан за несколько секунд до начала основной фазы колебаний. В Гаосюне и Тайдуне жители сообщали о сильной раскачке зданий и падении предметов с полок. В целях безопасности на нескольких линиях скоростных железных дорог и в метрополитене Гаосюна движение поездов было временно приостановлено для проведения технического осмотра путей на предмет повреждений. Также поступали сообщения о кратковременных отключениях электроэнергии в ряде сельских населенных пунктов из-за срабатывания защитных систем на подстанциях. На текущий момент информация о серьезных разрушениях или человеческих жертвах не поступала, однако экстренные службы Тайваня приведены в состояние повышенной готовности. Специалисты предупреждают о высокой вероятности афтершоков магнитудой от 4 до 5 в течение ближайших 3 суток и призывают граждан сохранять бдительность, особенно в горных районах, где из-за недавних дождей и сейсмической активности сохраняется риск схода оползней. 23 декабря на центральное побережье Израиля обрушился мощный грозовой фронт, вызвавший серию внезапных наводнений в городе Нетания и прилегающих районах региона Шарон. Пик стихии пришелся на дневное время. Всего за 1 час в городе выпало около 40 миллиметров осадков, что составило значительную часть месячной нормы и мгновенно превысило пропускную способность муниципальной ливневой канализации. В результате резкого подъема уровня воды центральные улицы Нетании превратились в бурные потоки, припаркованные автомобили ушли под воду. Стихийное бедствие спровоцировало серьезный транспортный коллапс на ключевых артериях региона. Из-за скопления воды на дорожном полотне движение по Приморскому шоссе в районе развязки Полек было полностью парализовано более чем на час. Наиболее критическая ситуация сложилась под мостом Хаари. Там легковой автомобиль оказался заблокирован мощным потоком воды, полностью лишив пассажиров возможности самостоятельно выбраться из западни. Прибывшие на место расчеты экстренных служб провели спасательную операцию, в ходе которой из затопленного транспортного средства были эвакуированы 3 человека. К вечеру вторника вода начала постепенно уходить с городских улиц, однако коммунальные службы Нетании остаются в режиме повышенной готовности. Метеорологи отмечают, что подобные интенсивные ливни становятся характерной чертой нынешнего зимнего сезона в Израиле. Несмотря на то, что эпицентр шторма сместился, синоптики предупреждают о сохраняющейся вероятности локальных подтоплений в отдельных низинах региона Шарон до полной стабилизации атмосферного давления и прекращения осадков, ожидаемых к середине текущей недели. Власти призывают водителей проявлять предельную осторожность и избегать пересечения затопленных участков дорог.
23 декабря на Гавайях произошел 39-й эпизод извержения вулкана Килауэа в кратере Хале-Мау-Мау. Эпизод стал знаковым, так как совпал с первой годовщиной текущего цикла активности, начавшегося 23 декабря 2024 года. Извержение началось вечером, около 20:20 по местному времени, и сопровождалось резким усилением сейсмического тремора. В ходе пика активности из северного и южного жерел кратера забили гигантские лавовые фонтаны, высота которых достигала рекордных 426 метров. Эпизод длился чуть менее 6 часов и завершился 24 декабря в 02:13 утра. Несмотря на относительную кратковременность по сравнению с прошлыми фазами, он отличался высокой интенсивностью. Средняя скорость извержения магмы превышала 190 кубических метров в секунду. По оценкам ученых, за время извержения на поверхность вышло около 10 миллионов кубических метров лавы, которая покрыла более 60% дна кратера Хале-Мау-Мау свежим слоем раскаленной породы. Из-за экстремального жара и выбросов была уничтожена одна из камер дистанционного наблюдения, находившаяся на краю кратера. На текущий момент активное фонтанирование прекратилось, однако над вершиной сохраняется густой вулканический смог, вызванный высокими выбросами диоксида серы. Метеорологи предупреждают о возможном выпадении пепла и волос пеля к юго-западу от вулкана. Уровень опасности для авиации остается оранжевым, активность ограничена территорией национального парка и не представляет прямой угрозы жилым районам. Специалисты ожидают, что следующий, 40-й эпизод, согласно установившейся цикличной динамике, может произойти примерно через 2 недели, в начале января 2026 года. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Приморский край оказался во власти экстремальной гололедицы, ставшей следствием мощного снежного циклона, который обрушился на регион сутками ранее. Резкое падение температуры воздуха после мокрого снега и ледяного дождя превратило улицы Владивостока и других населенных пунктов в сплошной каток, сковав города настоящим ледяным панцирем. Если основные автомагистрали были оперативно обработаны реагентами, то тротуары, внутриквартальные проезды и многочисленные лестницы Владивостока превратились в опасную полосу препятствий, практически непроходимую для пешеходов. Ледяной коллапс привел к резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий по всей территории края. На трассах Приморья произошла серия серьезных аварий, в том числе массовое ДТП с участием 3 грузовиков на федеральной трассе Уссури. Во Владивостоке из-за гололеда автомобили теряли управление на обледеневших подъемах. Из-за массовой аварии, парализовавшей дорогу со стороны Находки, полностью перекрывалось движение на трассе Душкина-Ливадия. Ненадлежащее состояние дорог и пешеходных зон привлекло внимание надзорных органов. Прокуратура Приморского края начала масштабную проверку работы коммунальных служб и управляющих компаний. Мэрия Владивостока приступила к наложению штрафов на организации, не обеспечившие своевременную очистку придомовых участков ото льда. По данным Примгидромета, несмотря на отсутствие новых осадков, опасная обстановка на дорогах сохраняется из-за сильного северо-западного ветра и низкой температуры, которая не позволяет льду таять естественным путем. Жители региона призывают к максимальной осторожности. Водителям настоятельно рекомендуется избегать крутых спусков и подъемов до полной ликвидации последствий обледенения. На город Сале, расположенный на Атлантическом побережье Марокко, обрушился разрушительный ливневый паводок, вызванный внезапным штормом и аномальным количеством осадков. Мощный грозовой фронт принес в регион ливни такой интенсивности, что городские дренажные системы оказались мгновенно перегружены, а улицы превратились в бурные потоки воды. Основной удар стихии пришелся на жилые кварталы и коммерческие зоны в низинах, где уровень воды за считанные часы поднялся более чем на метр, затопив
затопив первые этажи зданий и подвальные помещения. Стихийное бедствие спровоцировало масштабный транспортный коллапс. Десятки автомобилей оказались заблокированы водой на основных городских магистралях, а движение трамваев между Сале и Рабатом было временно приостановлено из-за подтопления путей. Жители наиболее пострадавших районов сообщали, что паводок начался внезапно, унес припаркованные машины и разрушил легкие постройки. Экстренные службы города и подразделения гражданской обороны были переведены на усиленный режим работы, велась откачка воды и эвакуация людей, оказавшихся в водяных ловушках. В ряде районов из соображений безопасности было принято решение об отключении электроэнергии, чтобы избежать несчастных случаев. Местные власти связывают масштаб наводнения с изменением климата, приведшим к резкому увеличению экстремальных погодных явлений в регионе. По официальным данным на текущий момент, человеческих жертв удалось избежать. Уровень воды начал постепенно спадать, тем не менее метеорологические службы Марокко сохраняют режим повышенной готовности и призывают граждан к максимальной осторожности вблизи водостоков и низинных зон. До конца недели в северо-западной части страны сохраняется риск повторных сильных ливней. 24 декабря в тринидадской деревне Пипара произошло извержение знаменитого грязевого вулкана. Повышенная активность началась ранним утром около 9:30 по местному времени и сопровождалась серией подземных толчков, громким гулом и отчетливым запахом газа. Начался выброс грязевых масс из жерла, а интенсивное движение грунта привело к образованию глубоких трещин на дорогах и серьезным повреждениям жилых домов. В некоторых местах дорожное полотно сместилось почти на 1,5 метра, сделав дороги непроходимыми. Власти немедленно ввели ограничения на движение транспорта в районе Пипара-Роуд и направили в зону бедствия экстренные службы. Ситуация в Пипару оценивается как критическая. По сообщениям очевидцев, активность вулкана в этот раз превосходит показатели 2019 года и вызывает опасения повторения катастрофы 1997 года, когда извержение полностью уничтожило часть поселения. Уже сейчас зафиксированы случаи обрушения стен и разлома фундаментов. Семьи, проживающие в непосредственной близости от вулкана, подготовили вещи для экстренного выезда, так как сейсмологи предупреждают о риске полномасштабного извержения, объем которого, по прогнозам ученых Университета Вест-Индии, может вчетверо превысить объемы выбросов прошлых десятилетий. На текущий момент доступ в зону извержения для туристов и любопытных граждан полностью закрыт. Власти готовят пункты временного размещения в соседнем Принцесс-Тауне на случай необходимости массовой эвакуации населения в канун рождественских праздников. Индонезийская провинция Ачех оказалась во власти новой волны разрушительных паводков, которые стали продолжением гуманитарной катастрофы, начавшейся в регионе еще в конце ноября. После непродолжительного спада уровня воды, экстремальные муссонные ливни, вызванные последствиями тропического циклона Синьяр, снова привели к выходу рек из берегов и массовым оползням. По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, общее число погибших в 3 наиболее пострадавших провинциях Суматры – Ачех, Северная и Западная Суматра – превысило 1100 человек, при этом более 170 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Ситуация в провинции Ачех остается наиболее критической. Около 817 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище во временных лагерях, мечетях и школах. Под ударом стихии оказались районы Восточный Ачех, Северный Ачех и особенно Ачех-Тамианг, где целые деревни остаются затопленными слоем ила и грязи глубиной до 2 метров. Инфраструктура региона практически уничтожена, разрушены сотни мостов, повреждено более 156 тысяч жилых домов и сотни образовательных и медицинских учреждений. В Западном Ачехе, доведенные до отчаяния местные жители, начали вывешивать белые флаги над своими полузатопленными домами в знак протеста против нехватки продовольствия, чистой воды и отсутствия официального признания катастрофы национальным бедствием. Гуманитарный кризис усугубляется острой нехваткой медикаментов и врачей, а также параличом систем водоснабжения. Колодцы забиты грязью, а местные водопроводные компании не функционируют. В ряде изолированных районов, таких как Бенер-Мериа и Гайо-Луэс,
Продовольствие и топливо приходится доставлять исключительно по воздуху из-за обрушения ключевых автомагистралей. Несмотря на усилия волонтеров и спасателей, власти предупреждают, что пик сезона дождей продлится до начала 2026 года, что создает постоянную угрозу новых наводнений в уже истощенном регионе. На текущий момент более 1 миллиона жителей Суматры остаются зависимыми от внешней помощи. Вся логистика и экономика в регионе находятся в глубоком коллапсе. На Буэнос-Айрес и густонаселенные районы городской агломерации Большой Буэнос-Айрес обрушился мощный кратковременный шторм, вызвавший масштабный хаос в разгар вечернего часа пик. Непогода сопровождалась экстремальными ливнями и порывистым ветром и привела к мгновенному затоплению ключевых транспортных артерий региона. В отдельных районах менее чем за час выпало до 80 мм осадков, что парализовало работу ливневой канализации и превратило улицы в бурные реки. Наиболее критическая ситуация сложилась на крупных автомагистралях Панамерикана и Хенераль-Пас, где уровень воды поднялся настолько быстро, что десятки автомобилей полностью ушли под воду. Спасательные группы провели экстренную операцию по эвакуации около 30 человек, заблокированных в своих транспортных средствах. Стихия нанесла значительный ущерб и коммерческой инфраструктуре. В городе Мартинес серьезно пострадал один из крупнейших торговых центров региона – Уницентр. Из-за интенсивности осадков кровля здания не выдержала нагрузки, что привело к массовым протечкам и затоплению торговых залов. Администрация в экстренном порядке провела срочную эвакуацию посетителей и сотрудников из части помещений. Штормовой ветер также стал причиной падения многочисленных деревьев и рекламных конструкций. Это привело к локальным обрывам линий электропередач и дополнительным перебоям в работе общественного транспорта. Метеорологи характеризуют произошедшее как чрезвычайно интенсивное локальное явление, при котором основной объем влаги обрушился на ограниченную территорию за крайне короткий промежуток времени. Несмотря на то, что к ночи погодные условия стабилизировались, службы экстренного реагирования продолжали работать в усиленном режиме на протяжении всей среды, устраняя последствия паводка, расчищая завалы и восстанавливая движение на затопленных участках дорог. Власти города призывают граждан проявлять осторожность вблизи поврежденных объектов инфраструктуры. Самый высокий вулкан индонезийского острова Ява Семеру продолжает активную фазу извержения, сохраняя высокий уровень сейсмической и вулканической угрозы. В течение суток Центр вулканологии и снижения геологических опасностей Индонезии зафиксировал серию из 172 взрывных событий, сопровождавшихся выбросами пепла и газа на высоту до 800 метров над кратером. Активность вулкана сопровождается не только пепловыми выбросами, но и угрозой возникновения вторичных опасных явлений. В связи с сохраняющейся нестабильностью купола лавы и риском внезапных пирокластических потоков, для Семеру оставлен в силе 3-й уровень опасности по 4-бальной шкале. Власти Индонезии настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам соблюдать строгие меры безопасности. Запрещено любое нахождение в радиусе 5 километров от кратера из-за риска выброса раскаленных камней. Особое внимание уделяется юго-восточному сектору вдоль русла реки Бесук-Кобокан, где зона отчуждения расширена до 13 километров от центра извержения из-за угрозы схода пирокластических потоков. Кроме того, гражданам рекомендовано держаться на расстоянии не менее 500 метров от берегов рек, берущих начало на склонах Семеру, так как они могут стать путями для лахаров и лавовых потоков на расстоянии до 17 километров от вершины. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.